Всем привет! Вы на канале Евгений Гайд, и это тактика на прохождение эпического босса Древнее Древо в Тарисленд. И мы начинаем. Перед началом боя мой совет расставить на цветочки метки. Таким образом, ДДшники смогут разделиться по парам и перекрыть удачно цветочный луч. Таким образом, у нас 6 ДДшников, мы шестером, получается, перекрываем 3 цветочка, один цветок не перекрыт. На группе ДДшников, у которых не будет луча, необходимо сразу убежать на тот цветок, из которого идет луч. Собственно, это, наверное, ключевой момент старта босса. Таким образом, мы перекрываем лучи, выходим из маленьких ауешек. Если нас в плетках хлестнет, мы отлетим. Дамажим. На пронзании, это танковская механика, после каждого пронзания танки меняются. Мы держим около 10 стаков на лучах, да, и выходим из них. Из тройной ауешки от босса мы выходим. Это ближняя зона, средняя зона и дальняя зона, да, то есть тоже чуть-чуть изменилось. Как только гриб появляется, нужно на него кинуть какой-либо эффект контроля. Замедление, отталкивание, стан. Что еще у вас будет в наличии, применяйте. Таким образом, он не дойдет до босса и его не захилит. Продолжаем бить босса до перефаски. Клифф, обратите внимание, был направлен правильно не в группы. Это значит, что босса должны держать лицом к тому цветку, который не выпускает луч. Спасаемся в сейф-зонах под лучами. Выбегаем. У нас сейчас 65% босса, соответственно, мы стараемся его срочно додамажить до 60, чтобы перевести на перефаску. Появилась цепочка, я бегу ее сбросить. То есть обращаем внимание, если на вас синяя цепочка, вы должны сбежаться, если красная цепочка, наоборот, должны разбежаться. Добили грибочек, добили босса, и появляется ад на перефаске. Босс сразу же медленно начинает кастовать Void-зону, в которую нельзя заходить, она дамажит. Мы выводим весь рейд на чистую зону, и также у нас на 2 рандомных игроков теперь, по сравнению с элитной сложностью, там было на одного, кидается фиолетовое говно под ногами, которое они будут носить за собой. Если кто-то забежит в это говно, либо занесут в кого-то, эффект распространится и продолжится. То есть нужно аккуратно следить за тем, чтобы люди с войд-зонами под ногами держались вдали от группы, но при этом они не были прям на краю переходки. Они не успеют перебежать, и тогда их шокнет от ауешки босса. Продолжаем бить мелких говнюков, которых босс призывает. Их быстрое убийство не влияет ни на что. То есть это так, чисто ДПСик покрутить, побегать, помучиться. И как только босс будет готов, вот, написано, босс обессилен и не может атаковать, соответственно, мы готовимся перебегать на те метки, за которыми мы закреплены. То есть я вот держусь у зелененькой, вижу, что нет луча, и я перебегаю на ту метку, которая у нас обозначена была как пустая, где нет никого. Таким образом, босс не успел настакаться, и мы выполнили механику. Очередное пронзание, танки меняются, мы продолжаем бить босса, не напрягаясь, следим за ауешечками, следим за тем, чтобы на нас не стакалось много лучей, я сейчас косякнул. Не дождавшись сброса 11 стака, я получил 12, но не страшно, там уже было не так много урона. Перекрыл танка, вот красная цепочка, люди разбежались, ее разорвали, перестали получать урон. Мы продолжаем бить босса, мы должны ускориться, чтобы дойти до 30% и не вылез второй гриб. То есть бурсты, вот кстати да, косяк был сейчас, танк развернул криво, потому что его воскресили, он взял агро на себя, ну и получилась жопа соответственно. Вот, мы босса перевели, второй гриб не появился. Если чуть-чуть запоздать, появится второй гриб, но вы потеряете по времени и в уроне, если не отконтрите все это. Да, кстати, на этой фазе, на перефаске, в босса нельзя входить в принципе, он будет откидывать. То есть, если это void-зона и вы пытаетесь из нее выбежать, только по сторонам вокруг босса. Во время первой фазы, да, и основной фазы урона по боссу, через босса насквозь пролетать можно. Мы продолжаем перебегать, избегая фиолетового говна под ногами. В нас не заносят, мы сами не забегаем. И продолжаем поливать
уроном адов, которых призвали. И готовимся, на самом деле, очень серьезно, так как последние секунды очень сложный босс. Мы его били в первый день, оставили 4%, а в лучшем случае у нас было это 50 тысяч. Мы не успевали, то есть у нас не было проходки нормальной по ДПСу, поэтому запаситесь зельями на урон, минутными зельями на урон. Купите чашу с едой, это прям любой баф, который есть, он вам поможет. Так как босс очень тяжелый и ДПС чек прям глобальный, то не скупитесь. Откатилась баночка, заюзали. Откатилась, заюзали. Иначе вас просто будут кикать с группы. Босс очень сложный в плане таймингов, в плане быстрых механик, в плане урона и так далее, поэтому не скупитесь. Все нужно, все обязательно прям must have. И мы продолжаем бить босса, добивая его, у нас остаются последние секунды. Видели, что у нас там танки умирали, это не критично, так как танки урона особо не наносят. Главное, чтобы живы были ДТшники. Вот у нас очередной танк умирает, второй сейчас его будет держать. Мы готовимся прожимать все, что есть. У меня вот уже баночки в откате скоро будут. Если мы чуть-чуть не успеваем, надо будет ее заюзать и добить. Но мы успели. На этом все. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про комментарии. И до скорой встречи!